Людмила Сикхасана. Расскажите какие-нибудь ключики при работе с акварелью по сравнению с маслом. И каким карандашом набросок делали? Акварельные карандаши покупайте разных цветов и делайте. Они же чуть-чуть подмываются. Очень красивый эффект происходит. Ну а ключики, бумага. Главный ключик – подобрать бумагу. Я покупаю, сейчас заказываю на Валберисе разные бумаги. И самое лучшее, и тестирую их. Ну, пишу что-то и тестирую. И самое лучшее, что мне понравилось, мне подарил Валера Маковой из Риги. Спасибо тебе, Валера, если ты слушаешь. Великолепную бумагу ДМД. На ней я делал наброски и показывал вам до этого. И включая вот этот мост, причал, который в Гурзуфе. Очень комфортная бумага. Сейчас мне очень понравилась бумага Палаццо. 300 грамм, 100% катона, хлопка. Великолепное ощущение, такое же, как на ДМД. Я ее не мочу, а пишу прям сразу так полусухой. Мне так нравится. Но она прекрасно выдерживает. И потом немножко подмыть, если что-то там облажался. Вот, кстати, ДМД. Главный ключик в том, чтобы в тоне попадать и не ошибаться. Если подмываешь, это уже не очень. Видно сразу. Все остальные ключики, естественно, композиция. Нужно по пятну сразу все разметить, где вы будете. Главное, вся та же история, что и маслом. Разницы никакой нет. Просто идешь от светлого к темному. Желательно попадать сразу в тон. Вот ключик. То есть, когда ты вторично, это значит, ты специально вторично в это же пятно въезжаешь, да, для отработки какой-то большей глубины. Это да. Когда уже третий раз, это уже, извините, не буду называть имен, а то меня сейчас заклеймят. В общем, лучше попадать сразу в тон. Вот мне нравится, когда в тон взято сразу, это изумительно. Акварель тогда живая, сразу все. Понимаете, бумага хорошая, держит влагу, и ты можешь в эту заливку добавлять какие-то еще цвета. Вот еще ключик. И тогда это пятно приобретает еще какие-то радужность какую-то, да, разные оттенки. Меня просили сделать мастер-класс по акварели, может быть, урок. Я подумаю, если все у меня будет получаться, я же новичок в этом деле, то с удовольствием что-нибудь запишу для вас. Для тех, кому это интересно. Диана Нехотящая. В живописи вы используете разбавитель без тройника? Да, не хочется мне использовать тройник, потому что там есть льняное масло. Двойник – это разбавитель плюс домарный лак. Это нормально. А тройник – нет, ни в коем случае. Та техника, которую я пишу, масляная, не подразумевает использование масла льняного в живописи. Так что я предпочитаю чистый пенен или разбавитель без запаха, который без всяких добавок. Леонид Сгонников. Вопрос о тоне. Меня посетила мысль, если только рисовать пару месяцев или полгода таким образом, разбирая по тону, он приводит в пример рисунки некоторой художницы, не буду называть имени. Так вот, если рисовать пару месяцев или полгода таким образом, облегчив задачу определения тона, а потом перенеся это умение в живопись, поможет ли такой подход определению тона в живописи? А в чем проблема-то? Леонид прищурился и увидел, что светлее, что темнее. Какое включение, да? Вот если, например, близкие по тону, например, рубашка и небо, это какое включение сюда и туда? Вы же можете определить, какая краска сюда добавлена? Холодная, и то холодная, да, сейчас посмотрю. Там, может быть, больше, где облака кадмий желтый, а здесь чуть-чуть красненького. Вот будет разница. Просто интуитивно всегда, не интуитивно, а пробуйте на палитре делать замес, чтобы попасть. А тон, сравнили, я поднялся, рубашка к небу, ясно, что это темнее, чем небо. Что тут, все время сравнивать. Вот вся задача. Предлагается писать горизалью, да? Я как-то не сторонник этого, потому что бывают цвета одного тона, которые работают в соседстве,
А тон-то один. И что ты будешь в этой гризали делать? Одним тоном, что ли, красить желтое там и фиолетовое? Или красное там, и синее? Одного тона как-то. Они же бывает попадают. Но как это в живописи работает? Так лучше сразу делать живопись. Просто определять тональность. От светлого к темному идти. Или наоборот, как Коровин, он увидел темный кусок в картине, самый темный, бах его, самый темный, бам, в холст. И самый светлый, бах, и между ними есть диапазон, разворачивается, и вы начинаете в этом жить. Потом средние тона. И все время в этом сравнении просто приучаете себя к постоянному сравнению. Это не трудно. Я помню, что говорили нам в студенчестве, что каждый мазок должен быть другого замеса. Нельзя повторять ни один мазок в картине. Ну, боже мой, неужели это возможно? Не только возможно, а это кайф. Ты пропитываешься этим состоянием радости, не попадания одного цвета в другой, одного тона в другой. Ты все время в этой неодинаковости просто блаженство испытываешь, это счастье. Но есть люди, которые сочинители песенок. Они сочиняют куплет за куплетом, да еще повторяют, да еще потом припев повторяется бесконечное количество раз. То есть с первого раза человек не понял, ему еще надо продолдонить еще раз, и еще потом в модуляции еще 20 раз, и потом уже на коду еще 2 раза. Я просто никак не пойму, зачем повторять то, что уже спето 2 раза. Зачем? С первого раза, что ли, вот не доходит? Тупость такая, расчет на тупость. Ну хорошо, понравилась мелодия. Ну слова-то может чуть-чуть изменить? Нет, надо одно и то же слово. Я пришел, он пришел, она ушла, а он пришел, я пришел. И все время это одно и то же, с ума можно сойти. Так и здесь. Это ключ к тому, чтобы все слова на нашей картине, каждый мазок был разный. Каждый мазок – это композиция. Каждое касание кисточки к холсту – композиция. Вы сами это чувствуете, как только маленькое коснулись где-то, это изменяет композицию сразу же. Делайте свою работу, друзья, не забывайте там лайки, подписки и прочее, комментарии в конце концов и вопросы. В моей онлайн-школе живописи много уроков, 50 уже. Те, кто еще не включился в эти занятия, попробуйте хотя бы один посмотрите какой-нибудь. Анонс для примера. Этот урок посвящен теплохолодности в пейзаже. Написан он в Риге, Киш-озеро, кафе, на воде. И очень тонкие отношения холода воды, неба, к тени на досках, на этом дощатом мостике, на земле, свет, который падает на мостик, на землю, на саму эту постройку, на деревянное кафе. Это очень интересная задача. Как-то у Мане спросили, какой сюжет вы пишете. Он сказал, единственный сюжет во всех картинах – это свет. Вот писать свет – это очень интересно и очень сложно. Посмотрите, как это делалось. Не обращайте внимания на шутки. Я человек веселый, всегда эта атмосфера мастер-класса, она аутентична, она живая. Это, за всеми этими шутками есть работа. Обращайте внимание на то, как делается, как достигается эффект присутствия, эффект светоносности этого пейзажа. Это очень важно, мне кажется. И вообще смотреть, как работает художник, почему я и затеял эту школу, важнее этого ничего нет. Фешин, который не знал языка английского, делал мастер-классы постоянно и считал, что то, что художник показывает студентам, это важнее всех слов мира, которые существуют. Можно без слов это проводить. Я буду очень рад, если вам урок этот понравится. Пишите нечто подобное и присылайте мне на видеоразбор. Так будем двигаться дальше.